Всем привет! Перед вами популярный недорогой программатор CH341, и у него есть проблема, о которой я сейчас расскажу. Вообще программатор очень удобный, два в одном, это и программатор для любых флешек, и UART интерфейс. Проблема, о которой пойдет речь, давно известна, Америку здесь я не открою, и для нее есть простое решение. Но, к моему удивлению, я нашел очень мало информации об этом на русском, и плюс к тому я считаю свой вариант более красивым. Так что приступим. Программатор запитывает флешки напряжением 3,3 вольта. Для флешек 1,8 вольта используются переходники, там этой проблемы нет. Но вот с флешками 3,3 вольта все плохо. Контроллер питается от 5 вольт и, соответственно, линии обмена данными в нем, как можно сейчас видеть, тоже подтянуты к напряжению 5 вольт. Да, сила тока у линий данных очень маленькая, поэтому флешки, как правило, это переживают. Но если заглянуть в даташит любой флешки на 3,3 вольта, например, вот этой для PlayStation, то можно обнаружить примерно такую картину. Абсолютный максимум напряжения по этим линиям обычно привязан к напряжению питания, и допустимая разница составляет от 2 до 0,5 вольта в среднем. То есть на этой флешке при напряжении питания 3,3 вольта абсолютный максимум для любых других линий составляет 3,8 вольта. И 5 вольт это далеко за пределами. То есть эта работа не в штатном режиме, и ничего хорошего в этом нет, о чем нам и пишут ниже. Напряжение 3,3 вольта здесь формируется линейным стабилизатором, и используется оно только для питания флешек, ни для чего больше. Давайте заглянем под микроскоп и посмотрим на программатор поближе. Здесь используется чип CH341, А или Б ревизия, без разницы. Он питается от напряжения 5 вольт, и именно напряжение питания является подтяжкой для линий данных. Но контроллер может работать и от напряжения 3,3 вольта. Поэтому все, что нам нужно сделать, это запитать его от линии 3,3 вольта, которая уже присутствует на плате. Конкретно нас интересует 28-я нога, линия питания. Но здесь есть одна важная маленькая деталь. В описании 9-й ноги сказано, что при питании от 5 вольт на ней висит развязывающий конденсатор. Но при питании напряжением 3,3 вольта на эту ногу также должны приходить 3,3 вольта. Развязывающий конденсатор при этом снимать не обязательно. Итак, вот наш контроллер. Вот 28-я нога, на которую нужно подать 3,3 вольта вместо нынешних 5. Вот 9-я нога, на которую также должны приходить 3,3 вольта при питании контроллера от такого напряжения. Вот линейный стабилизатор, который из 5 вольт формирует 3,3 на двух своих выводах. Все существующие решения этой проблемы подразумевают проброс перемычки между средней ногой линейного стабилизатора и поднятой в воздух 28-й ногой контроллера, а также перемычки между большим выводом стабилизатора и 9-й ногой контроллера. Мне не нравятся эти решения, и сейчас я покажу почему. Давайте присмотримся внимательнее к самой плате и ее разводке. Посмотрим, куда идет дорожка с напряжением 3,3 вольта от стабилизатора. Сразу за выводом расположен развязывающий конденсатор. А теперь самое интересное. Дорожка идет вверх вдоль контроллера и уходит дальше на разъемы. Я думаю, вы уже догадываетесь, к чему я клоню. А теперь вернемся к 9-му выводу. Подпаиваться к узкой ножке неудобно. Посмотрим, куда идет эта дорожка. А идет она к тому самому развязывающему конденсатору, который нужен при питании от 5 вольт. Я думаю, тут вы тоже поняли намек. И плюс к тому, я не хочу подпаиваться к большому теплоемкому выводу стабилизатора. Вместо всего этого я спокойно кину маленькую перемычку на конденсатор, а также перепаяю ногу контроллера. Что ж, приступим.
отгибанием ножки нужно быть предельно аккуратным. Ножки у этих контроллеров весьма хрупкие и легко ломаются. Тем более, что я уже загнул ее вверх один раз и затем снова опустил. Так что осторожно, без фанатизма отгибаю на необходимый минимум. Что ж, переделка закончена. Давайте подключим программатор к питанию и проверим, что же у нас получилось. Как можно видеть, по всем линиям данных напряжение подтяжки теперь составляет 3,3 вольта и является безопасным для соответствующих флешек. При этом никаких соплей из проводов, программатор выглядит чисто и опрятно, почти как с завода. А на этом на сегодня все. Спасибо и удачи!